Я в Париже. Dans le monde, je suis Taritz. Je ne veux pas des bijoux de chez Chanel. Je ne veux pas dans le monde, limousine. Та-ра-та-та-та-да. Да какой Париж, ёшкин такой. А ну, оператор. Сиди, что ты поднимаешься? Ты же устала, ты ж вчера, ой-ой-ой. Ты что, ребята, вы ее не видите, но вы мне не надо, да, дольше проживете. Друзья, всем привет, с вами Искрипан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, Кишинев, таки здрасте. Прямо сказать, что сильно красиво. Вот мы сидим здесь под впечатлениями и не можем понять, то ли нам плохо после вчерашнего, то ли хорошо от увиденного сегодня. Наверное, Катя, второе. Ты понимаешь, какой шикардос? У меня с голосом произошел. Я вчера помогал народному вокально-инструментальному молдавскому ансамблю слова вспоминать, да. Ты что? Ты смотри, Ну, тебе было- нельзя, чтобы у тебя голос садился. А все, Катя, беда. Приплыли тапочки к дивану. Ну, я тебе говорю, сейчас подышим, Катя, моим молдавским воздухом. Пару куплетов из головы фучи-фучи, ай-яй-яй. Тудой-сюдой пройдемся. Нас сегодня еще отвезут на подвалы, или как, а то не дай бог. По подвалам, короче, Катя. А? Есть здесь у них известные катакомбы, только там ездят машины, Катя, и там всегда можно похмелиться. Не, я сегодня не Я употребляю думаю, что алкоголь. Марата туда сразу отвезли. Не, ну Хватит. красиво, Катя, мы в самом центре, елки-палки. Я в Париже не был, но после Кишинева, мне кажется, туда уже и не надо. Ты посмотри, Катя, на этот клен. Ты Баба. красный размер ошеломляющий. Я думал, я в Вене самые красивые клены видел. Не, они красивые, но мелковатые. Ой. Катя, коленки болят, что с этим Ой, делать? А? Сереженька. Лежать, наверное, надо. Вот ты вчера расшевелила старого, сидел, никого не трогал. Пойдем потанцуем, пойдем потанцуем. Я думала, это ты меня. Ну, то не важно, да? Не, а потому что, Катя, воздух и атмосфера хорошая молдавская. Ты ж всегда, когда в Молдавию попадаешь, а какие люди, сколько ребята, я снимаю шляпу перед всеми. Марат сказал, нас здесь узнало больше людей, чем в Одессе. Это пипец. Но я за это с ним поспорю. Ну, очень много. Спасибо, родненькие, что вы нас смотрите. Мы для вас снимаем, чтобы вы нам были здоровы. Вот просто прямо сильно приятно. О, я вот тут хочу пойти. О, Катя, троллейбус поехал. Катя, в твоем случае Ага. тебе здесь надо тупо ночевать, короче. Потому что за вот эти вот 3 секунды не помог. А, нет, хотя ветерок, Катя, тихо. Только не забрызгай очко фильмоскопа, Катя, потому что идет серьезная съемка в формате 4К. Ой-ой-ой. Может, я встану здесь где-то постою? Ты посмотри, Катя, какой флаг. Обалденский, здоровый. Ой. Ой. Катя, ты слышишь, а можно я тебя сниму? Ты похожа, да, пожалуйста. Я не знал, что ты у меня такая волосатая, Катя. Тебе пора бриться. Ты похожа на ту замерзшую Я не лошадь. разрешаю Я меня тебе говорю. снимать. Катя, вот с этими ресницами, знаешь, когда они вот это вот утром в стойле просыпаются после холодной морозной ночи. Ты сейчас вся в этих, в росе. Полегчало чуть-чуть? Да. А ну. Теперь мне надо на шею. Поняла? На этого похож, на этого. На полярника. Я вижу, я Всё. просто тебя вижу. Класс. Ну что, это не Париж, скажи мне. Вот первое, что мне пришло в голову. Жене мамы в Париже. А я смотрю, Катя, у нас из отеля Ага. елки голова, Катя, кружительная. И сразу понял, что здание непростое. Ну, а судя по тому, что никого нема, наверное, выходной. Может, Катя, они входят с другой стороны? Слушай, ну красивый город, ты знаешь? Да ты что, очень красивый. Даже не знала. Иди, И такой тихий. иди сюда, тебе сейчас что-то покажу, И, долбанешься. и людей много нету, мне нравится. Катя, а язык какой мягенький, да? Мы еще завтрак кончается 5 минут, ребята, кушать, может быть, даже пить, но побыстрее. И так мягко, красиво. А, я думал, жасмин, Так, а это другое, видишь? пеларгония? Ага. Девочки, там за Марата не переживайте, он где-то там, вот где-то вот там, в той части Кишинева. Пьет пиво и сказал меня не трогать. Я вот после Смотри, я этого не реком- душика подумала, что я бы тоже, наверное, холодного Пивка? пива выпила.
Но только не шампанского. Ты, самое главное, о, елки-палки, ты что, я за всю жизнь столько шампанского не пил и уже не буду, ну его в баню. Хотя, как говорит баба Катя Сережа, в этом месте потихонечку, не говори гоп. Смотри, там шумно, там красиво, там архитектура, Катя, там вообще, даже не знаю, лучше туда не ходить, потому что опять можем на барахолку попасть. Идем вот туда, где это, Катя, вот эта легкая, тихая, спокойная милота. Это собор перед нами. Часовня, колокольня, посмотри. Я вижу, Катя, дверь. Если есть дверь, то, получается, есть вход. Если есть вход, то, вероятнее всего, ты попадешь вот на ту шикарную винтовую лестницу, Катя, вдоль колокола. Я могу... Здрасте. Я могу, Катя, набраться немного страха, ну, чтобы его преодолеть, Катя. И подняться вот на эту высочайшую высоту, Катя. Берешь телефон И и как идешь дать самостоятельно, колокол. Сереженька. Представляешь, какой там, Катя, звук? Конечно. Ой, какой он большой. Ты посмотри, еще никогда так этот испанский мох себя красиво не выглядел. Смотри, Катя. Ёханый бабай, вот бы не... Эх ты. Как оно тоже летает, Катя, и сверху снимает? Дрон. Дрончик бы сейчас посмотреть, это же лучи солнца. Взлетаешь, и прямо именно архитектура из растений. Вот эти вот красивые какие, смотри, деревья, вот эти вот катальпы, елки-палки, У нас кругленькие. таких нету, Сереженька. Наверное, слава богу, Катя. У нас слишком маленький огород для всего этого прекрасного. Поэтому, Катенька, я рекомендую, пусть он таким уже и остается, плотненьким. И просто, Катя, ездить и путешествовать, смотреть на растения всего мира. Я вот хочу нам досадить клевер. Клевер? Там, где у нас Я думал, травка. пожевать. Ты знаешь, это так вот, такие вкрапления приятные. Раз-раз цветочек, раз-раз лепесточек такой. Катя, он любую, Катя, лужайку делает мягкой, понимаешь? И привлекательной для Взгляда. твоего... Да нет. Нет? Как прекрасно попастись, короче. Я вот об этом имел в виду. А, Блин, ну молодцы. И у меня вопрос до них. Когда вы, Ребзя, все это делаете? Ни одного садовника не встретишь, но так и выстрижено, вылизано, выглажено и выбрито во всех местах, что не к чему и приколупаться. Ох, какое-то красивое, Там такая Катя, красивая- бонсаевое дерево. там Шо? такая красивая девушка. С Рыженькая собачкой? и собачка рыженькая. И платье у него такое тоже. Вот. Они... Водичку, водичку. Да. А рядышком видишь, какое дерево? А, слушай, а шо это? Понял. Ну идем познакомимся. Кать, тебе надо или быстрее ходить, или начать разговаривать. Передача становится, Катя, тухлой, Я елки-палки. не В могу таком месте Ни замечательно. быстрее ходить, не разговаривать, поэтому я сегодня молчу. По многочисленным просьбам наших подписчиков. Давай, как Мэр сказал, тебе надо, Катя, что-нибудь в себя принять. Завтра опять плохо будет. Ну не столько, как вчера, чуть-чуть. Остановиться. Что-что? Что ты говоришь? А вдруг я не смогу остановиться? Закодируем тебя, не переживай. Слушай, что? Я не знаю, это... Ну, лист похож как будто бы на жасмин, или как вторая его часть. Да. Судя по тому, что там есть ягоды, Катя, это волчьи ягоды, не рекомендую тебе их есть. Но красиво просто как-то очень. Посмотри, как его покрутило. Вот придумали ж такое, да, сделать? Был большой вот такое? ствол. Ага. Брали мы на дрова его, да, и что-нибудь оставили, пару ростков, и их Очень как загибнуло, да, и получилось что-то такое японско-видное. Говорил тебя, давай хотя бы Люка с собой возьмем. Вот было бы ему сейчас здесь погуляться с кем. Правда? Правда. А хорошо тогда. Ой, да. Ходишь. Мальчик. Здрасте. Да. Красивый. А у нас такой же, только в Одессе. Ну, немножко цвет другой, и там еще впереди кавалер в этом названии, правильно, Катя? Да. Катя, он взял дичь, пошли, Но спаниель. пошли за ним. А как зовут? Харви. Ой, боже мой ты. Чистоплотный или кровный Смотри, даже внимания англичанин. на тебя не обращают. Ты видишь, как носом? А я Красный. думаю, что лет 700 здесь когда-то граф проезжал и утку подстрелил. И видишь, а потом ее заасфальтировали. Но собак-то не обдуришь. У них полный порядок.
Хотя ты думаешь, он гуляет? Нет, Катя, он работает. Он работает, причем они всю жизнь работают, да. Все, спасибо вам огромное. Хорошего дня. Харви, Катя, надо сына так назвать будет. Следующего. Харви Сергеевич. Что? Или Екатеринович лучше будет? Прикол ты этот видела в интернете? Что-то? Как он там? Людмилович, Яичко. Как его зовут? Не помнишь? Ты же Видела, ты мне угорала. показывал, да. Я... Смотри, Она не, она. О, это они здесь все какие-то, Катя, канделябровые деревья, ты понимаешь? видишь, все подстрижено, Сереженька. Я считаю, что нам тоже надо срочно приехать домой и все подстричь. Да, тебе надо, чтобы прийти к этому, тебе надо было приехать в Кишинев. Я тебе сразу говорил, все надо стричь. Все подстричь, срочно. Прям выстричь. Посеки черешню. Это разве черешня? Ну, хорошо, сакура, по-твоему, Катя. Это черешневидная сакура. Стволы просто вот для чего были нужны, Катя, чтобы на них красиво А это лежали вот наш ветки. граб, видишь? Ага. Арка у нас из него. Только у Вот нас посмотри, их два надо, а изогнуты. вот они его не стригут, а зря. Поэтому он не густеет, Катя. да, вот нам надо все время стричь. А то будет Слышь, вот так стоп, Катя, не в этом месте, не твоими губами подсказывать Что им ребятам, делать, что да? им надо делать. Ой, ну красиво. Ну, парк ты знаешь, какой-то очень красиво. древний, прямо сильно древний. Понятно, что много молодого. Ой, интересно, она как часовня работает, колокольня, или по праздникам отбивает? Сейчас сколько время, Катя, и который час? Ну, еще минут 15 и должны куда-то долбануть. Ну, если... Ну, ты хочешь погулять до 15, нам еще собраться нужно. Катя, тебе 15 минут только идти до вот этих колонн. А, куда? В подвалы? Ну, конечно. Ну, максимум я на себе шорты поменяю. А что собираться? Тебе лучше не краситься, считаю, что сегодня лучше вот так, потому что ты... Естественнее, да? Пошли посмотрим, что там за орел. Какой? Это не орел, это памятник, Катя. А, памятник орлу? Джуни-муни, джуни-му, джуни-па, Эх ты, здрасте. Что, вы там уже были? Теперь туда идете? Всё, а мы там были, теперь туда идем. Так они и жили, правильно? Туда-сюда, туда-сюда. Катя спрашивает, вы не знаете, что это за памятник? Тогда мы узнаем. Все, вам всего хорошего и хорошей прогулки. Девочка пошла в обратную сторону. Да, назад. Ты заморочил голову. Не, ну на самом деле пошла. Моя хорошая, я же не... Ты же ее спросил, вы там уже были? Она подумала, что, наверное, надо мне туда сходить. Я просто видел, что она... Солнышко, Раз он смотри, мне сказал. пошла. Боже мой. Сейчас и мы туда пойдем, Катя. Катя, смотри, это что-то... Я думаю, что они сюда не просто, Катя, слетелись, а прилетели именно отдать, Катя, дань почтения и уважения этому орлу. Все-таки орел, Катя, кто? Глава семейства, правильно? Над голубями, так это точно. Ой, какой. 1800. А нам сейчас ребята наши, подписчики хорошие, в комментариях напишут, что это, кому это и почему это. И видишь, так вот, наверное, носик ему труд, как у нас на Дерибасовской, да, Катя? Потер на удачу. Известные в Молдавии люди. Сделай, Катя, фотографию, маме покажу. Мама скажет, как Сережа, я обалдею. Пошли. Что вы с моей Катей? Давай зайдем, чисто глянем, если у нас уже сегодня хотя культурная программа. Культурная я бы даже назвал архитектурная, потому что... О, слышишь? Откуда, Катя, звук? Звук. Там часы, наверное. Что-то отдубасило, наверное. Часовня. И скорые все время Скажи спасибо. Не все время, Катя, а едут спасать, понимаешь? Поэтому люди здесь в безопасности. Все. Да, каждые 2 минуты, 3 минуты, может быть, даже местами чаще звучит сигнал. Я за другое хочу сказать. Скажи спасибо, что сегодня вот так вот
Хотя в Кишиневе солнце ненадолго выключили. Это точно. Прохладно, да? Прохладно, зелено. Здесь так тихо, что мне кажется, прям можно слышно, как люди улицы просят мужиков. Благодарят. Сразу раз, Катенька, и похорошела. А я попросил, Катенька, у боженьки, чтобы тебе стало хорошо. Чтоб деткам всем, чтоб мамам, чтоб хлопцам, чтоб всем было хорошо. О, слышишь, опять скоро. Ты думаешь, слушай, может она одна по кругу, как Катя гоняет? Не знаю. Не, ну я на самом деле ж думал, что вот эта Катя сдалека. Ну в аэропортах такое вот, где диспетчер сидит. Да. А, Катя, я в шоке, смотри. Видишь, на самом верхнем окне, на самом верхнем, видишь? Приоткрытое окно, Катя. Это я его проветриваю, Катя. Это наш скворечник, Катя. Да. Я утром проснулся, Катя, а тобой так пахнет. У. Думаю, не могу отдышаться от своей женщины, открыл окно, немножко проветрил. Пошли. Да хватит уже, Катя, в бледного играть, елки-палки. Ты нормальная, красивая, розовая женщина. Ты что? О, такие наши люди с нами живут в отеле. Кто? А вот. Да? С Израиля, да. Ты что, видишь, девочка? Лех. Блин, фонтан выключили. Так красиво было. И детки бегали. Детки, да, он просто, как у нас на лонжероне. Из земли струйки такие, и все. Я сначала думал, стоят А вон они толапаются. переодеваются. Мокрые уже, да. Да. Ага. Можем по времени. Ну все, увидимся в подвалах, что ли. А? Я как вдумаюсь, хотя катакомбы автомагистрального типа, елки-палки, что там можно на автобусах ездить. Это пипец. Всю жизнь мечтал. А спасибо друзьям так еще и этот. Мечты сбываются. Правильно?
Мечты сбываются. Может сполоснуть тебя, Катя, разок? Сразу все это смоется. И не сбываются. Любовь приходит к нам, порой не та. На 5-м этаже завтраки там, да? Да. Ну, вкусно было, скажи. О, велосипедиста арестовали. Почему? Никто об этом не узнает. А не, потому что ездить надо по четко запланированным местам. А может, летик не его. Да, сейчас все тут выяснит. Катя, я такого никогда не видел. Катя! Я сейчас упаду в этот Катя, обморок. Ёханый бабой. Она что, еще и задом ездит? Что это за самолет? Тоже орел какой-то нарисованный впереди. Что это за... Смотри, Катя, вот видишь, вот эту машину красивую, Катя, Да. а надо нам вот так вот, а видишь, Kia стоит длинная, Ага. такси написано. Это, похоже, тоже такси. Приехал кого-то забирать. Катя и зубила, и дрочила. Шо ж это? Кто ее долбила и так вот устроил хоть сзади? Это огонь аппарат. Супер. Тазик. Хоть сзади на нее посмотреть, Катя, иди Серьезно? сюда. Ты вот идешь, типа не со мной, всучил мне камеру. Я пытаюсь прочитать, что и это я такое, блин. не очень хорошо себя чувствую в этом Просто смотри, состоянии. какой агрегат. В него через двери залазят или перелазят. Вон там написано. Почитай. Пойдем. Кори какой-то. Етте. Кори-етте какой-то. Корвет, наверное. А, может быть. Шалом, бонжур, таки здрасте. Привет, Доброе утро. Катя. Да, вот такая нам нужна, видишь? Хорошая, семейная, Катя, раздвижные двери, автомобиль. Поняла? Все, едем, Катя, в Одессу деньги зарабатывать. Кори-етте. Пошли. Катя, ты посмотри, Карабас-Барабас отдыхает. Елки-палки, вот это угодье. И все это, Марат, это Криково, да? А ты сегодня можешь молчать, потому что сегодня твой рот не пригодится. Отдыхай, солнышко. Какие виноградники. А я вчера тоже учил молдавские песни. Все, я тебя микрофон не цепляю, так что отдыхай. А мы аккуратненько, чисто на полшишечки, что-то с Катей снимем, да? Да. И кого-нибудь покажем. А ты сегодня прямо именно это... Есть Крис Дебург, что там пел? Lady in Red? А про тебя, Катя, еще песню не придумали. О, Катя Крикова. Это вообще не я должен снимать, на, ты оператор. Смотри, бочки цистерны с алкоголем, Марат. Это рай для твоего этого вечного настроения. Ага, колеса такое прямо. Катя, я вот еду, короче, и на Обалдею, голову да? не налазит. А какие у них интересные эти Я говорю, пеларгонии везде. Ты видишь, как да, будто бы деревца Катя, такие. потому что любят. Я за другое хочу сказать. Вот едем сверху, и даже мне на голову не налазит, что снизу, Катя, такая же там движуха. Интересно, кто-то измерил глубину вот этих вот подвалов, а? Огромных. Сейчас тебе все расскажут. Сказал Марат. Мне кажется, это как это? Мне кажется, что эти земляные отверстия безразмерные. На машине ездить, там, на КамАЗах, елки-палки. Фуры, дальнобойщики ездят за вином. Ну, Катя, сейчас поедем все и все на самом деле узнаем, понимаешь? Все, это уже начинается, Катя, уже... Это сказка, мэджик и волшебство. Ух ты, Как там красиво, карьер с той стороны, ты что? Сверху, ой. Катя, там еще и водоем. Вот это красиво. Ты здесь, Марат, был когда-нибудь? Был Что ж ты молчал? очень давно. Когда? Я думаю, что ничего не поменялось. Главное, колбаску не забыть, слышишь? Ты видела? Да елки-палки, Марат. Это Марат подарил вчера. Так, стой, еще авоська была, Катя. Аккуратно. С одеждой, потому что Катя вычитала, что там она может замерзнуть. Я не вычитала, это мне вчера Марат сказал. Я говорю, ты там, Катя, вряд ли проголодаешься, потому что у нас с собой тормозок. Фу. Иди сюда, фу. Шкин-кот. Как там? А что, прям
Здесь прямо вот так, брат? Да? Прямо вот так вот? Да. А где шпага? Чем ты ее сбил? Саблей? Я понял. Ты видела, Катя? Там ничего не Мне видно. не Вот да- бы тебя сейчас, ничего не Катя, видно. подбрасывать. Ну, вон там дырка, видишь? Не дырка, Катя, а пещера и отверстие в земле. Вот там вход, вот в эти вот криковские, Катя. Мирового формата легендарные подвалы. Что? Я беру. Где, в автобусе? Мы потом ее нарежем. Хорошо, все. Может, хоть полпалочки с собой взять? Не надо? Я понял. Катя, иди сюда. Ого. Потом заберем. Хоть вниз, хоть здесь. Где ее ставить? Все. Там считать не надо, она уже пересчитанная. Правильно? Катя, кажется, во что достал. Это наш микроавтобус? Как-то мы в таком месте, что я... Идем, пошли. Иди, говорит, снимай. Ты иди сними виноградники, потому что мы на самом деле... Вот это хочется, Катя, исторический момент совпечатлеть. Я не знаю, что из них катакомбы, Катя, что из них виноградники. Обалдеть. Но эта карта, Катя, непростая. Ох, это целая Одесская область, наверное. Марат, ты будешь с нами ехать где-нибудь? Так и здрасте. Марат, иди сюда. Становись возле маленькой. Катя, сделай фотографию. Слышишь, у тебя лимузин не сбил, Катя, стоп. Катя, Вот даже тебе- в ты ради Молдавии ради надо ходить и фотографии? оглядываться назад. Вижу только ее. Я вообще хотел... Тебе, если не надо, отойди. Я сам сделаю фотографию. Сделай нас нам фотографию. Катя, иди сюда, будем сидеть с краю. Правильно? Ой, Марат, садись быстренько, ты не успел. Туда садись, сюда садись. О, слышишь? Что, Сережа? Вот это мы упаковались. Где Марат? Катя, виноград уже висит прямо, это посмотри. Привет. В доступе. Здравствуйте. Да. Началось. конкретно, но уже Ага, оно уже висит, да. Виноград, Катя, ухоженный. груночки такие. Не больной, не рыпанный. Хорошо. Твой рот на весь мой экран. Да бери тут, снимай виноград. Я уже Ёлки-палки, ты сняла чё? виноград. Что ты уже Там не есть такая... Мне кажется, Катя, мне вообще кажется, что iPhone немножко делает людей чуть-чуть тупее, чем они есть. Ты, пожалуйста, не думай так. Ну все, я так думать не буду, Катя. Ну, починочку я бы сейчас съел с удовольствием. Дай сюда телефон, тоже мне снимаешь. Смотри, как надо. Смотри, хопача. Оп, елки. Катя, началось, это уже... Смотри, ой-ой-ой, вообще, холодина какая. Так это уже одеваться надо. Нет, Катя, ты уже замерзла. Обалдеть. А он знает, куда он едет. Ты что, так смело? А я в шоке. Катя, Марат, что ж ты не сказал? Так он Что надо было... сказал. Может, нам туда надо было? Посмотри, сколько там вина. Вот это мы Да приехали. моя куртка, ты ее нес. Я ее привязал, Катя, сзади. Ну так Авоську. отвяжи давай. Тихо, тихо, мы уже приехали. Дорогие гости, это наша первая остановочка. Давайте все пройдем. Подождем не Катя, я думаю, тебе надо одеться, Катя. Я и хочу это. Давай, сделать. давай, иди сюда, я сам развяжу, Катя, моя авоська. Быстро одевайся. Срочно. Брат, салют. Держи, Катя, фильмоскоп. Здоровенький был. Так, а ну-ка. Ой, давай быстрее, Сережка. Ты там Там- всю экскурсию Там надо профукаешь. слушать, а ты вот Смотри, это вот... ты что, я в шоке, я покорен. Катя, я поражен, я возбужден, Катя. Хочешь, наливай, Катя. Смотри, Катя, какая мозаика. Сюда. Ух, старик, да. А может, мы и не уедем? Правильно? Я говорю, может, мы и не уедем, такая красота. А наливать будут в каждой комнате, просто интересно. Слава богу, потому что вчера наливали в каждой комнате, и я до сих пор неплохо.
Поэтому... Ну, все, назад пешком. Дорогу я помню. Налево. Ты видела, Катя, иди сюда. Просто сними именно коридор. У людей даже в подвалах плитка лежит, Катя. А у нас во дворе земля не пойми о чем. Посмотри на эти размеры. Ох ты, катакомбы. Место для парковки, Катя. Отстойник для пьяных. Ты посмотри, какие размеры. Ракушника. По-любому где-то должен быть как минимум замок или два. Куда же они этот ракушняк девали? Ну, у нас из катакомб Одесса получилось. А тут что? Кишинев? Тут есть. Ну, был, по Что ты крайней не мере. предупредил, что так здесь борза, елки-палки? Я думал, сейчас заедем в такое себе... Нет, ты что? Специально для Брежнева отдельное такое отделение было. Там Да. только для него. вина Выдал, были. блин, Надь, ты шо? Я вареный. А вот тут водоем, то природное ущелье залито водой, оно очень красивое. Вот мы когда ехали, я кусочек увидел, это было что-то с чем-то. Хорошо, ты если будешь умничать, я на тебя повешаю микрофон. Если не будешь Да он умничать, и так тогда умничает, молчи. его прекрасно его слышно. слышно. Да, Чем да. он тебе мешает? Раньше он все время без И микрофона. так хорошо было. Так, купили микрофон, и что? Фу, беда. Туда не пойди, с тем не поговори. Хорошо, а первая партия уехала в другое место? У нас будут 3 разные остановочки, и поэтому мы... Короче, мы играем с ними в догонялки и друг друга не найдем, Да. но все поймут, где они будут. Да, хорошо, спасибо. Прям сильно удивительно. Что? Здесь. Но я делаю из зала. Чтобы не Так и хочется сказать, маленькое дело, делай маленькое. Тут, ой, Катя. Фу. Хорошо. Есть кто-то вышагал метрами? Сколько занимают все эти в километрах? В общем, 120 километров. Ёп! Ты что, 120 километров в общем? Мама дорогая. Фу, кто это придумал и как давно? Ждем группу, я всем все скажу. Не, мне чисто для ютубчика, а дальше можешь уже брехать, что хочешь, да. На самом деле, это еще с 15 века. Это всё 15 века, Катя. Да, но тут только добывали камень. Позже начали хранить в нос 1950 Когда его стало очень много и не успевали выпивать, надо где-то было его складировать. Катя, еще один Rolls-Royce приехал. 120, Катя, километров. Дорогие Я- друзья, это наша первая остановочка. Давайте все пройдем. Вот смотри, Кристофер. Начнем мы нашу экскурсию именно с музея, чтобы понять историю нашего комбината. Я вас приглашаю А вместе где у меня посетить гитара, его. слушай? Во рту. Вы имеете в виду колонка? Ах ты, музей-комбинат. Катя, ты так вот держись, маленькая, чтобы тебя сразу было видно и слышно. Держусь. Ага. Смотри, вот это корыто. Обалдеть. Такого дядьки Саши нема. Ты иногда, Катя, включаешь вспышку, когда снимаешь детализации. Подвода, бричка, все дела. Размеры, Катя. Какого-то века. Иди сюда. Слышишь, что я говорю? Какого-то, Катя, века. Видно тебя? 19-го, Сереженька. Я вас попрошу освободить чуть место, чтобы вышла наша группа предыдущая, которая тут была. Спасибо. Спасибо, что посетили нас. Спасибо. Ну что, дорогие гости, так как мы сейчас с Спичку вами давай. находимся в музее виноделия, конечно, хочется чуть-чуть рассказать про историю нашего комбината. На самом деле тут у нас 120 километров подземных галерей, 80 километров мы тут используем для хранения вин, а 40 километров это пустые подвалы. Ведь на самом деле мы тут появились еще с 15 века, но конечно, не для хранения вин, а для добытия камня, который у нас тут есть. Камень у нас называется известняк. На самом деле, изначально все работы у нас проходили вручную, поэтому вместе с нами вы увидите некоторые зоны, где очень низкие потолки. Позже, конечно же, завезли механизм под названием галанин. Его следы мы заметим вместе, когда будем еще путешествовать на нашем электрокаре. Вот линии на потолке и на стенах, это как именно резали этот камень. Криковский известняк его также использовали для перестройки городов после Второй мировой войны. Отсюда у нас неофициальное название города Кишинев как Белый город. Ведь известняк на самом деле это просто белый камень. Но еще у него очень высокая пористость. Именно поэтому тут у нас сохраняется температура 12-14 градусов на протяжении всего года.
и очень высокая влажность 80-90%. На самом деле это идеальный климат для хранения вин, поэтому в 1952 году великий молдавский винодел Петр Унгуряну основал наши криковские подвалы. Позже, конечно же, появились и вот эти более современные зоны для наших посетителей. И раз мы заговорили про историю, конечно, хочется вам показать нашу часовню. Она была построена в честь тех времен, когда на территории нашей страны монастыря и церквя были как винные школы. Поэтому я вас приглашаю. Ступенька. Аккуратно, пожалуйста, тут может быть скользко. Зачем? Да, скользко. На самом деле очень скользко. Дать тебе? У меня есть. Смотри. Не, пока мне хорошо. Там замерзнешь. Когда заверну, я попрошу. Часовня у нас названа в честь всех наших святых. Вы сможете их увидеть тут, на этих иконах. А также у нас есть эта стена. На самом деле это не просто предмет декора. Тут у нас изображение, как создавался мир в 6 дней. Начиная с первого дня, когда Бог создал звезды, луну и солнце. И, конечно, заканчивая последним днем, когда появились Адам и Ева. Это у нас полностью рабочая часовня. Это значит, что тут у нас происходит венчание, крещение, а также службы больших великих праздников. Дорогие гости, если захотите, у вас есть пару минут на фотографии, можете зажечь свечку, и позже я вас приглашаю посетить нашу винотеку. Договорились. Красиво, Катя. Все как красивый витраж ставили. Вот прямо стильно большие молодцы. Очень красиво. И на самом деле находится, можно заметить. Да. Сделай фотографию, Катя, маме. Товарищ мама, я отсюда... Не, это экспонат. Посмотри, это все оборудование, Катя. Также у нас есть разные бутылки по размерам. На самом деле очень много лет назад для того, чтобы отличить сухое. Корзина собирать. Чем слаще становилось вино, тем меньше. Какие весы, ты видишь? Именно поэтому сладкие вина, такие как Майсвами или Лейхарден, всегда продаются в маленьких бутылках. У них даже есть специальные маленькие бокальчики для того, чтобы пить вино в маленькими порциями. Также тут у нас на самом деле находится эволюция молдавских вин. Тут у нас советские бутылки, вы сможете заметить разные этикетки, также письменность, которая раньше тут у нас была под названием кириллицы. И, конечно, более современные криковские вина. Виорика, Ну и, конечно, тут среди этих бутылок столовая, трудно не заметить белая, фотографию Юрия Гагарина. портвейн, На самом деле, Юрий рисник. Гагарин один из наших гостей. Он нас посещал 8-9 октября 1964 Вот я за это говорил, год. понимаешь? Но А ну, почему я его 8 и видел. 9? То есть он не был 2 дня подряд. Он просто зашел 8-го, а вышел на 2-й день. На самом деле он даже сказал такие слова, что ему было намного легче слетать в космос и вернуться обратно, нежели выйти с наших подземных галерей. В конце он нам оставил это письмо. Там он, конечно, говорит только красивые слова про наши криковские вина, а также он сам даже пишет 8 и 9 октября. То есть он не был точно уверен, когда нас посетил. Ну и теперь на этой Тире ноте я 9. приглашаю посетить нашу коллекцию. Смотри, и письмо к тебе прилагается. А? Ты бачишь? 8-9. Хорошо посидели. Смотри, Катя, савиньон. Это же, наверное, еще раньше даже, наверное, назвали вино, чем появился там у нас район. Хотя здесь надо поспорить. Примавера, Катя. Аурил Виорика. Арбеште. Аллигате. Вот это да. А помнишь, мы ходили по таировским винам, там тоже вот такие старинные подвалы, полны экспонатов. Так что, вот что не место, то... Катька, ты шо, настоящие? А? Катя, тихо, ступеньки, и не гэпнись. Они по обе стороны. 590 год, Катя, 591 год. 3-й год до нашей эры. Где ты это читаешь? Вот, тройка. Да Сережа.
Ты посмотри, Катя, это... Ой-ой-ой. Вот, 92-й, 2011. Ты Там, наша мне, Елена. Катя, мне моя информация лучше. Заходит, да? Конечно, это же сразу рождаются легенды. Обалдеть! Вот тебе информация родословная про каждую бутылку. Хорошо. Человек там рассказывал. Так, я тебя умоляю, там Марат слушает, он нам перескажет. я бы хотела послушать. Ребята, где вы задержались? А то я за вас уже переживаю. Хорошо. Катя, мы не должны опоздать, Катя. А то вдруг они раньше, и что мы будем делать? Нам же будет стыдно. Да, будем балансировать. Слава богу, нет микрофона. Просто под землей. Мы ехали вот то сверху, Катя, а сейчас мы, получается, под землей. Шо? Класс? Шо, там все были? Так кого там только нет. Теперь еще и мы здесь случились. Там, Катя, такие фотографии, что я не все знаю, Катя. Только Маргарет Тэтчер знаю. А? Актеры голливудские, я не узнаю их. Это кто был? Здесь? Да. Наверное, Катя. Мы же прослушали. Ну, я тебе и про это и говорю. Идем у Марата узнаем, он все знает. Все, беда, я не понимаю, они что, их не пьют, Катя, или они просто лежат? Нет, ты молодец, когда сказала, Сережа. Авоська с собой, я говорю, да, мы туда, говорит, присунь туда. 2 кофточки. Так он же ж не дает. Все, я буду молчать. Все это на продажу готовится. Хотя тебе надо все обогнать очередь и стать впереди, тогда мы что-то услышим. Продажи слабенько идут, еще товар 17-го года. Как я говорила, тут мы храним часть коллекции Герман Геринга. Это бывший генерал нацистской авиации или более известен как правая рука Гитлера. У него была одна из самых больших частных винных коллекций в Европе, около 10 тысяч бутылок. После окончания Второй мировой войны советские солдаты находят вазу Геринга вместе с его винами. Ой, Конечно же, часть что-то бутылок было. до сих пор считаются потерянными при транспортировке, но... Похеренные, да. Это херинг. И, конечно же, все-таки оставшиеся коллекции ее распределили по 3 регионам. И тут у нас входит Криково, Крым и Грузия. Криково на самом деле получает самую большую часть коллекции Геринга, а именно 2000 бутылок. По сей день мы храним бутылки тут как трофей за Вторую мировую войну. Конечно Вы сейчас же, в Германии репарации получаете. на самом деле у нас коллекция спрятана, конечно же, из-за своей очень большой ценности, но несмотря на это, вот эта бутылочка Мозель, первая бутылочка, которая находится под стеклом, это бутылка из его коллекции. На самом деле Мозель это регион в Германии, но там в 1935 году сделали одно из самых лучших вин в историю Германии, конечно же, и используя белый виноград Рислинг. Но посередине, дорогие гости, находится жемчуг нашей коллекции, самая старая бутылка, 1902 год. И вино называется еврейское пасхальное. Его на самом деле произвели только в 400. Взрывайте. Его произвели только в 400 бутылок, и тут в Криково мы храним последняя и единственная бутылка, которая осталась во всем мире. На самом деле бутылка считается, это вино считалось одной из самых лучших во всем мире, но секрет заключается в его рецепте. То есть никто не знает, какие сорта тут были использованы, именно поэтому вино нельзя больше никогда повторить. И последняя бутылка Ян Бехер, более известна как Бехеровка. Сейчас, извините, пожалуйста, здесь есть некультурные среди нас, перебивают вас. Последняя бутылка Ян Бехер. Это ликер также 1902 год. Это третья, плоская. Да, которая так тоже лежала, как будто что-то из нее течет. Да. Главное, чтобы не капало. На самом деле в нашей коллекции мы храним больше либо красных, либо сладких вин, ведь они живут больше всего. Белое сухое вино может жить от 25 до 35 лет.
Красное сухое вино может жить до 80 лет. Но представьте, если мы добавим сахар, это как у нас консервант, вино будет жить еще дольше. Именно поэтому красное сладкое вино может жить до 100 лет. Но что происходит после? Коллекцию герингов можно выливать. Ну почему? По математике. Ну, мы же тут храним не вина, которые их можно пить. Это как я всегда делаю как ассоциацию с монетами, да, то есть люди коллекционируют монеты с разных стран, с разных годов, с ними в магазин уже ничего нельзя сделать, но люди все равно их хранят, и они достаточно дорогие. А извините, а здесь какие бренды? Тоже только ваши? Нет, там хорошие, международные. Больше 2 бутылок в руки никому не брать. Не разбили ничего. Лучше снизу брать, они более выдержанные, когда будешь ходить. Более крепкие, да. Зацементировались. Ну что, сейчас потихоньку мы с вами будем выходить из коллекции, поэтому если захотите, у вас есть пару Ничего время для себе! фотографий. Отлично, наснимали. Соне, кстати, сегодня приснилось что-то про вино. Где Соня? Соня, иди сюда. Что-то про вино. Вот тебе и что-то. А нельзя вам, чтобы на микрофон что-то сказала, ребята? Иди, расскажи всем, будет интересно. Любимая, ну, Да, она сегодня моя дочь проснулась и только открыла. Расскажи всем, чтобы я не рассказывал. Сонечка, иди к микрофону. Сегодня Пусть Сонечка Сара. проснулась и говорит, еще глаза не открыла, и говорит: папа, ты здесь? Я говорю: ну конечно здесь, где еще могу быть? Действительно. Мама пьет внизу, а я здесь. И я говорю, и она говорит: папа, мне такой сон приснился. Я говорю: что? Игрушки, конфеты? Говорит: нет, ты пришел домой, и ты взял вот из этого нашего холодильника вино, правильно или нет? Что дальше? Ну скажи, здесь все свои. Ну скажи на ушко, я им скажу. Говорит: папа, ты взял вино, но оно было белое вино, а ты хотел взять красное, и ты потом опять возвращался за красным, правильно? Ну почти, где-то так, я забыл, это было правильно. Ты потом возвращался за красным вином и смеется, еще глаза закрыты. Я думаю, вот видно, что дети растут в правильной семье. Не то, что там... Брат, ты отвлекай, я только 3-ю бутылку достал. Скажите, а вот есть именные такие таблички, это уже купленные вина, да? Ячейки, да-да-да. Это ячейки, люди тут хранят свои личные И платят аренду за ячейку, девочка говорила, да. Да. цены аренды. То не по делу, да. Там что-то 2000, там 2000 в год было, да. Стоит аренда одной кассы. Сколько? Цены у нас, они индивидуальные. То есть приходят, допустим, 2 разных покупателя. Кто-то будет хранить 300 бутылок, а кто-то 1000. Нет, давайте меньше. 250. Да. Этот за 250 он будет платить аренду ниже. Цена будет ниже, нежели тот за 300. Потому что тут у нас фиксируется цена в зависимости от количества бутылок, что за вино вы тут храните и где находится сама ячейка в нашей кассе. Именно поэтому цены на них очень индивидуальны, и, конечно, мы их лучше не разглашаем. Плюс-минус. Плюс-минус. Вам должно хватить, да. Где-то в 2020 году до карантина минимальная цена была 2000 евро. Вот, Это вот за год. завод. Это одной кассы. Да, это без бутылок. Это без бутылок. А потом еще насчитывают, кроме этих 2000 Побутыльно, да. За каждую бутылку. Катя, заходите потихонечку. Мараджан. Что-то не понял. Короче, теплее. показывать будут, а угощать не будут, правильно? Я еще, ох, как красиво здесь, Катя. Это зал дегустационный. Да. У нас тут 5 залов. Надеюсь, мы сможем все посетить, потому что некоторые могут сейчас быть заняты на дегустации. Я понял. Мы посмотрим, что свободно, мы сами вместе посетим. Красиво. Марат, ты уже пошел. Там еще лучше, Катя. Это прямо... Дорогие гости, мы все Тишине, блин. проходим. Открытие года. 123 кассе не купує вино. Это же наши коллеги. Дорогие гости, сейчас вместе с вами мы находимся в нашем дегустационном
экспозиционном комплексе. Тут мы посетим часть из наших залов в зависимости от их доступности. Но, конечно, помимо этого, я хочу, чтобы вы обратили внимание на каждый декоративный предмет. На самом деле, тут везде у нас идет наша молдавская традиция и культура. Даже тут вы сможете заметить, как выглядит обычный вход в молдавские подвалы. Вот есть маленький стол и маленький стулья. На самом деле, изначально раньше они были высокие, обычные, как мы все знаем. Но вы можете представить, после пару бокалов вина был шанс того, что наши молдаване просто упадут со стула. Из-за этих падений, из-за ударов, конечно, местные жители решили срезать стулья. Даже если упадут, то хотя бы не так больно. С такой высоты. И на самом деле вот эта культура столов, маленьких низких столов, до сих пор сохранилась в разных селах. Что у тебя показывает дома? Пожалуйста, аккуратно, без переливов. Ух А я вот ты! здесь в этом зале ужинал. Я мог здесь ужинать? Здесь витрины справа, слева, нет? Нет. Наверное, залы похожи. Дорогие гости, тут наш первый дегустационный зал, он называется европейский. Сделан он в более готическом стиле. Тут у нас идет акцент на витражи. У нас живые Красиво. витражи. На самом деле, тем самым мы можем увидеть, как выглядит виноград в 4 разные времена года. А если посмотреть прямо, можно увидеть линейку, которая течет тут в наших городских ритмах под названием Киви. Это первый зал, который у нас тут Тебе красиво, Катя? А стулья какие бархатные, ты посмотри. Тут и княгини, Катя, и баронессы дегустировались. Скатерти красивые. Мне Ну вот так, эти витражи нет, нравятся. Умнички, все как сделано прямо бесподобно. Очень красивые витражи. А потолок тебе на секундочку, ты посмотри, Катя, тут тебе Австрия, тут тебе и Дания, Катя. Наверное. А, как тебе коллекция, смотри. Медали, призеры. Мне кажется, Марат все перепробовал. Ну, за всю свою жизнь. Потихонечку. А он же не по винам. Еще и крепкая. Катя, были времена. Я вчера тоже думал, что я не по шампанскому. до нашего кинотеатра тут, где вместе с вами мы увидим фильм про Крикова и продегустируем Кинотеатр бокал даже есть. Крикова. Позже проедем до самой глубокой точки наших подвалов и посетим производство игристого вина. Самая глубокая точка у нас 100 метров глубины в скале. И, собственно, тут у нас есть эти 120 километров подземных галерей, но только 80 мы используем для хранения вин. Красным у нас зона, где мы храним тихие вина, синим, где мы храним и производим игристое вино. И серым наши пустые подвалы, где раньше добывали. Я нашел здесь туалет, тебе надо? Нет. Подумай, Катя, мы сейчас уедем 100 метров в глубину, там ничего не будет. Да. Катюня, еще один зал, только глубже, слышишь? А, или без Больше. витражей? Больше? Сколько тут персон и кресла другие? На, держи. Ты не забывай, Катя, делать маме фотографии, чтобы она Ты знала. бесподобен. И я, Катя, только что булками двумя, Катя, провалился в эту бездну океаническую. Я тебе говорю, такое ощущение, что меня только что обласкало. Иди сюда. Вот присядь, как должны быть не табуретки, Катя, в доме выглядеть, а стулья, смотри. Фух! А? Катя, после этого момента тухи сразу становится королевским. Только бздынь, Катя. И Я не хочется остаюсь уходить. сидеть. Да? Да, еще хоть разочек. Я вареный, Катя, ты что, мягкая? Пошли, уже все уезжают. Блин. Бархатная, Катя, мягкость. Потолок классный, Катя. Сосуды, огонь, Катя. Вот это вот полушарие классное. Вот это вот тоже все. Вот. Ну, хотя бы, Катя, раз в жизни, правильно? А побывать таки хочется. И даже, Катя, надо. Там еще один какой-то зал, куда мы с тобой не заходили. Конь пасется, дети радуются. И папа работает, бочки моет. Хотя ступенька раз, Катя, ступенька два.
Вайншоп. А вы только на эту секунду заглянули, что там покупать ничего не будем, век на лодке не кататься. Я тебе говорю. Катя. Все, то duty free для приезжих. Пошли, беда. Очень красиво. На вылет. Куда, в электрокар, Катя? Да. Спасибо. Большое. Подались. А что там, двери есть? Чем они там хлопнули? Вот стоишь ничего, только начинаешь ехать, прямо ветер ледяной. Ё-моё, магазин вон он. Так может, Катя, и грудь простудить? Да. Ну, была бы только грудь, правильно? В моем случае мне не страшно, а ты, Катя, свои побереги. Ой, ничего себе такой, Катя, там бочки. Это, ага, это пипец. Чтоб, Катя, рукой об краник не удариться. Ты посмотри. Ты посмотри. Какие они здоровые эти бочки просто. Огонь здоровенские. Вот там. Валим, нас догоняют. Ты с ними сзади. Ой, бочки, смотри, какие. Что там? Это... Давай догоняй. Чтоб не выпасть. Нифига себе, это просто... Какие размеры, Катька, девчонки, ничего не видно. Вспышка, где ты там? Ой. Ого, какие-то большие бочки. Слушай, и они все действующие были, да? Они до сих пор работают под вино, да? Обалдеть. 120 километров, это как отсюда до Одессы, ёлки ты моталки. Да ты шо, там настоящий винзавод. С той стороны даже чуть-чуть лучше. На самом деле прохладно, правда? Радости вокруг. О, человек по работе ездит. Узнают. Вам холодно? Да ты шо? Пока нормально. Сам сказал и сам не взял Ну себе да. кофточку. Ничего против. Да. Я только Обалдеть. Просто бесконечный. Ну, я немножко знал. Был наслышан. Но я не думал, что прямо аж настолько. Это же просто тихий ужас, как далеко. Целован. Ой, их там хоть музыка в машине, елки-палки. Давай погромче! О! Раху! Гриша! Эх, Гриша! Поцелован! Ты друг! Гриша!
Обалдеть! Наконец-то, Катя! Ух, там кинотеатр! Туда и приехали. Ну, конечно! Оп, оп, оп! Катя, тушись! Радости вокруг! Гриша и Гриша! Началось! Слушайте, вашего водителя такая музыка классная. Супер! Назад мы едем с вами. Сейчас он освободится, предыдущая группа сейчас заканчивает просмотр фильма, вместе с нами мы зайдем. Также перед тем, как занять ваши места, мы вас угощаем бокалом игристого вина. Ура! Ну да, что ж кинули сухую смотреть, правильно? Могу сказать, только молдаване. В слове «лаве» могли сделать ошибку. Пьешь вино, смотришь кино, точно. А ну, смотри, что это? Очень красивая кофта Брунелло Кучинелли. Если что, она у нас. Это что за деревья, Катя? Пробковые? Посмотри на этот ствол. Ты видела? А? Катя, миндалеподобный. А ну-ка. А, это пробковые деревья. Это пробку добывают, а потом этой пробкой вина закупоривают. Вот это. Смотри, какие заготовки, на секундочку. И это только под Криково. Смотри. А? Надо ж тебе, боженька, придумал. Ну да, если придумал вино, то что же не придумать пробку? Размеры огонь. Здравствуйте. О, вы подтянулись. Так это вы там кино смотрели? Отлично. Ой, извини. Ты решил, как это во все тяжкие? Ну, Катя, быть в подвале, Катя, не жахнуть и вина. Слышите, ребят, всем за 18 плюс тут. Не, в этом месте всем хочется. Ой. У тебя вспышка, Катя, а ну попробуй вырубить ее. Так, хорошо, все. Номер давай, чин-чин. За Крикова. Живая легенда Молдовы. Дорогие дамы, Вино. Что это? Искушение, наслаждение, животворящая влага, кровь богов. Или, может быть, образ жизни, часть культуры, бытия. Вино – одно из первых творений человечества, самый благородный и загадочный напиток. В бутылке вина содержится больше философии, чем в любой книге, утверждал Луи Пастер. И он прав. Цицерон говорил, вино – это поэзия. Красавчик. Христиане считали вино священным, отождествляя его с кровью Творца. В древние времена монахи занимались виноградарством и виноделием, используя вино почти во всех церковных обрядах. Для одних вино – напиток императоров, для других – символ цивилизации, а для многих людей вино – знак дружбы и гостеприимства. Криково. Что это? Обычное подземелье? Светлое будущее. Депозитарий? Накопитель опыта и проводник высоких технологий? Или, может быть, существенная часть истории и культуры? Живая традиция народа? Вот он карьер. Согласно преданию издревле, в старину, когда ветер сражался со скалами, вода прокладывала себе путь среди камней, а лучи солнца щедро ласкали янтарные ягоды. В этих краях, поистине созданных рукой Всевышнего, жил монах, готовивший для церковных обрядов необыкновенное вино.
Хорошо известно, что чудесные места на протяжении веков были желанными и привлекательными для захватчиков. Они пришли на эту землю и под страхом смерти запретили местным жителям выращивать виноград. Лишь упомянутый инок укрылся в келье, расположенной глубоко в скале, и продолжал втайне готовить свое чудесное вино. К несчастью, враги прознали о неповиновении и казнили его. Люди были потрясены таким злодеянием. С тех пор они свято хранят память о монахе. И до настоящего времени живо предание о том, что сама скала издает звуки, напоминающие стоны монаха. Недаром место носит имя Криково, которое происходит от прославянского слова «крик». А по ночам, когда сама тишина погружается в дрему, то здесь, то там можно различить тень и услышать шаги, которые оставляют следы в пыли подземелья. Может быть, это дух монаха, который приходит изредка, выражая таким образом признательность потомкам. В местечке Наславча, на современной территории Республики Молдова, расположенной на юго-востоке Европы в междуречии Прута и Днестра, археологами найден отпечаток семени виноградного листа. Возраст его более 5 миллионов лет. Со второго тысячелетия до нашей эры выращивание виноградной лозы и приготовление вина стало основным занятием наших предков даков. Это занятие продолжало развиваться под влиянием колонистов-греков, а позднее Римской империи. Во времена правления Стефана Великого была учреждена должность виночерпия, в ведении которого находились виноградники, винодельни и винные погреба. Ближе к концу XIX века виноделие пострадало от эпидемии филоксеры, уничтожившей многочисленные виноградники. В 1842 году была основана школа садоводства Бессарабии, самое старое учебное заведение, готовящее виноградарей. К 1914 году большая часть виноградников находилась на территории Бессарабии. А в период между Первой и Второй мировыми войнами Молдова была одним из ведущих экспортеров вина в регионе. Впоследствии в составе Советского Союза Молдавская ССР производила больше всего вина в стране. Каждая вторая бутылка тихого и каждая третья бутылка игристого вина производились из виноматериалов, произведенных в Молдове. В период интенсивного развития виноградарства и виноделия особо острой стала проблема хранения вин в технологически приемлемых условиях. В 1947 году патриарх молдавского виноделия Петру Унгуряну в криковских подвалах поставил первые опыты по производству шампанского классическим методом шампенуаз. Комбинат по производству вин Криково, опыт которого превышает 65 лет, имеет репутацию постоянного проводника инноваций. Сегодня предприятие использует новейшие мировые технологии виноделия, владеет искусством производства самых разнообразных типов вин, удовлетворяет самые изысканные вкусы потребителей. Бренд Криково известен далеко за пределами Молдовы. Это первое и единственное предприятие, награжденное высшей государственной наградой – Орденом Республики. Решением парламента страны комбинат по производству вин Криково объявлен национально-культурным достоянием Республики Молдова. Криково – двойной обладатель Гран-при за особые заслуги в области виноделия. В настоящее время готовятся документы для рассмотрения кандидатуры Криково на включение в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Гордость Криково не только в статистических показателях, славной истории, элитных винах и уникальных подвалах. Криково известен прежде всего благодаря своему человеческому потенциалу, который представлен плеядой известных менеджеров и виноделов. Криковские подвалы – уникальный объект в мире. Здесь история, археология и искусство виноделия составляют единое целое и создают настоящее чудо. Подвалы, общая протяженность которых более 100 километров,
находятся внутри скал на глубине до 100 метров и образуют настоящие лабиринты. Они расположены под землей под городком Криково и представляют собой целый подземный город вина. Отправившись в путь по дороге вина, части национального маршрута вина, можно встретить улицы с необычными названиями: Каберне, Дионис, Фитяска, Алигате, Савиньон. Каждая улица названа по имени того вина, которое здесь хранится. Не заблудиться в дышащем прохладой лабиринте империи вина вам поможет лишь нить Ариадны. Поистине, здесь встречаешься с известной легендой о лабиринте царя Миноса и современностью. Жизнь вина на комбинате Криково закладывается осенью на залитых солнцем живописных холмах центра и юга Молдовы, где виноградная лоза растет так привольно. Собранные грозди винограда доставляют в цех первичной переработки, оснащенный высокопроизводительным оборудованием. Свое очарование, вкус, аромат и цвет вино приобретает на этапе алкогольного брожения, которое продолжается 2-3 недели. За брожением следуют другие технологические процессы, в том числе и созревание в специальных емкостях. Затем вина разливают в бутылки и отправляют на продажу. Вина, отличающиеся исключительными качествами, дополнительно выдерживаются в бутылках более длительный период, приобретая статус коллекционного вина. Комбинат вин Криково сохраняет свою исключительность, постоянно внедряя уникальные технологии, в том числе восстанавливая старинные процессы ручной работы. В середине зимы, когда кажется, что вино уже давно должно быть в дубовых бочках, работники комбината Криково трудятся от зари до зари, перерабатывая заготовленные еще с осени гроздья. Гребни удаляют и производят дробление винограда вручную. Брожение вина на мезге проходит в новых дубовых бочках, которые специально для этого заказывают в Италии. И в результате получается поистине божественный нектар. Ассортимент продукции компании Криково характеризуется качеством и разнообразием. Сегодня можно с уверенностью сказать, что один из самых замечательных продуктов комбината Криково – классическое игристое вино. Это игристое вино изготавливается шампанским методом, сложным технологическим процессом, благодаря которому тихое вино превращается в игристое в результате прохождения особых технологических этапов. Самый важный этап – вторичное брожение в бутылке, который позволяет создать замечательные жемчужные и игристые вина, а также развить в них чрезвычайно тонкие и выразительные нюансы аромата. Проведение этого технологического процесса возможно лишь при обеспечении уникальных условий, которые создаются только в волшебном подземелье этого предприятия. Компания Криково производит игристые вина и методом шарма. Для получения вин таким способом вторичное брожение производится в специальных танках и в иных технологических режимах. Компания Криково постоянно развивается, внедряя у себя самые совершенные технологии производства игристых и тихих вин. Совместно с национальными и международными научными и исследовательскими учреждениями разработан комплексный проект перехода на новые технологии и переоснащения предприятия. Модернизирован весь цикл производства. Введена в действие ультрасовременная универсальная линия, позволяющая проводить розлив всего ассортимента продукции и одна из самых насыщенных опциями в Европе. Комбинат – уникальный объект туристического поклонения, постоянно открыт для посетителей. Жемчужина этого подземного комплекса – Национальная винотека, основанная в 1954 году и содержащая коллекцию вин исключительного качества и необычайной истории. В винотеке собраны самые лучшие вина, созданные в разное время в разных странах. Уникальная ценность коллекции – это редкие экземпляры вин, составляющие сокровища как самой компании, так и всей страны.
Из всех хранящихся в винотеке экземпляров около 20 тысяч не подлежат продаже в силу их исключительной родословной. В этом случае выражение «Родина не продается» применимо в самом прямом смысле. Многие из хранящихся в винотеке экземпляров представляют собой марки вин западноевропейского производства, выпущенные еще до начала Второй мировой войны. Главная же драгоценность коллекции ценных вин – Иерусалимское пасхальное вино, выпущенное единственной партией в 1902 году. Представляет интерес и частные коллекции вин известных деятелей из сферы международной политики, культуры, бизнеса. В течение десятилетий подвалы Крикова привлекали в свои лабиринты тысячи посетителей и стали местом паломничества почитателей вина со всего мира. Дегустационный комплекс – еще одно чудо криковских подвалов. Он состоит из 5 больших залов, просторных и величественных. Взором посетителей предстают витражи, гобелены, скульптуры из дерева и камня. Комбинат Крикова знаменит организацией важных мероприятий. Осенней ярмаркой молодых вин, весеннего фестиваля игристых вин Open Air, а также фестиваля Мустфест. На них презентация вин, блюд национальной кухни, гастрономическое шоу, конкурсы в сопровождении музыки имеют особенный контекст и шарм. С каждым годом эти мероприятия становятся все более популярными среди туристов. И все-таки, что такое вино и что такое Криково? Ответ на вечный вопрос о том, что такое вино и что такое Криково, может быть схожим с ответом на другой, скорее извечный вопрос – кто мы и откуда мы? Ответ на любой из них был бы невозможен без обращения к истокам, истории, культуры народа, его экзистенциализму. Криково – жемчужина, олицетворение поиска народа, сущности каждого из нас. Познание сущности и сути продолжается. С днем рождения, Гриша! Таки да. О, понеслась дальше. Ты дорогу запомнил? Там еще туда и сюда, елки-палки. Верните музыку. Красиво. О! Ты что, мне кажется, Гриша, приехали? Ага. Да, нам стоять надо сейчас. Катя, держи. Это самое глубокое? Катя, мы на глубине 100 метров, на секундочку. Все как лавочку отполировали, а? И нам надо так. Правильно, Катя, запоминай. Гриша, Гриша, ты много поцелован. Спортсмен и лучший друг. Наш Гриша. Катя, экскурсия, Катя. Экскурсия. Вышла такое, знаешь, носочечки такие. Да, еще надо носить. Нет, слушай. Здесь наливают? Уже нет. Согрелся? Дорогие гости, Что базар в хате? Во. Теперь он ведущий, все. Дай ему микрофон. дорогие гости, сейчас мы с вами доехали до самой глубокой точки наших подвалов, а именно 100 метров. 100 метров глубины в скале. Тут вместе с вами мы посетим две главные зоны производства – ремуаз и дегоржаж. Но, дорогие гости, я вас попрошу соблюдать одно правило. Тут у нас действительно работающая линия. Я вас попрошу бутылки не трогать. Они находятся под высоким давлением 7-8 атмосфер.
То есть из-за неправильного движения бутылка просто может взорваться. Если тут нету никаких вопросов, я вас приглашаю, вместе с нами мы посетим нашу зону производства. Надо было сказать нам. Я не пойму, вы говорите 100 метров. Это куда 100 метров? А в глубину мы сейчас. Нет, не может. Да, глубина в скале. У нас скала просто поднимается, она идет выше, Ага. а мы практически всегда на одном и том же уровне. А мы идем сейчас в скалу, получается. И над нами... 100. Ну, мы говорим 100 метров в скале глубина, потому что это как скала, и она поднимается. Старая аппаратура. Нет, на самом деле сейчас уже просто уже поздно, но поздно наши гости видят, как происходит весь процесс. Ага. А как вот что-то нам рассказывали, или это я вот не пойму, что как-то вы не всегда или экскурсии проводите, или... У нас бывает, что подвалы закрыты по понедельникам раз в 2 недели. Тут у нас запускается специальный газ. Ох ты шо. Запускаем специальный газ для того, чтобы очистить от плесень. Да, вот от Специальный газ. Я просто знаю, что Эти трогать не знаю. Да, в этот день он именно был закрыт, и это... Жаль, хочется сделать. Ну хорошо, они сейчас как пиво закупорены, а потом в них пробка пойдет. А? А потом с него эту пробку пивную собирают и одевают настоящую пробку, правильно? Шлеп-шлеп. Процесс понятный. Дядя Коля, помогайте, вы в Ютубе. Не-не-не, дяди Коли там нема, Катя идет поперед паровоза. Катя, иди поперед дяди Коли. Но если вы хотите, то вы там будете. Как говорит баба Катя на привозе. Лучше я там, чем вы у меня. Да. Я там писал, что вы у Но как меня говорит уже баба были. Катя, все мы там будем, правильно? Так что, да. Давайте мы здесь А пока ходим... делаем как полукруг, чтобы все слышали, видели. Ага. Да тут шикарный полукрест получается. И туда, и сюда, и сюда. Так, чтобы, по крайней мере, у всех было место. Можете идти вот больше в эту зону. Катя, иди сюда, чтобы тебя пробкой не прибила. Ты спичку вырубай. Все. От шикардос. А после кинотеатра так все замедлились, да? Четко раз. Винчик работает. Нет, это все наши. Дорогие гости, если хотите, можете подойти поближе. Тут еще есть место. Как я могу быть далеко от вас? Это же Ну что, дорогие... Девушка, ну просили ж не трогать, ну елки-палки. Вы сами нас... Оказывается, можно было, спалилось, да. Давай, Я говори. знаю, как трогать. Сюда? Катя, вырубай передачу. Это место поподробнее. Кто первый? я уже 5 раз трогала. Уже спокойно. Так, первый Григорий Ефимович. Он в 70 еще не стрелял. А ты что? Может, стрелял, мама ходила за салом. Там не было того давления. Сколько там? 7-8, да. Хватит прикалываться, можете уже профессионально? Да. Ну что, дорогие гости, сейчас мы с вами находимся на бульваре Шампанского. Тут у нас 7 километров и 500 000 бутылок. Все бутылки мы храним в этом специальном оборудовании под названием пупитры. Но перед тем, как бутылка сюда попадет, она должна пройти еще очень долгий путь. Так что мы называем традиционный французский метод шампинуаз. Во-первых, тут у нас 2 брожения. Первое брожение происходит в больших цистернах,
Позже мы наливаем вино в эти специальные бутылки, которые выдерживают до 20 атмосфер. И помимо вина сюда мы добавляем ликер дитираж. Это специальная смесь из дрожжей и сахара, которую мы добавляем для того, чтобы начать второе брожение прямо в бутылке. Отсюда у нас есть это высокое давление, но как итог мы получаем пузырьки газа, которые мы знаем в каждом игристом вине. Позже бутылка пролежит в горизонтальном положении в темноте и тишине минимум 9 месяцев, 3 года или даже 5 лет. За этот период наши дрожжи полностью умрут и опадут в осадок, который, надеюсь, вы сможете... Да, его видно. Это у нас наши мертвые дрожжи. Теперь мы должны их снять из нашей бутылки, не теряя игристое вино. Для этого Крикова использует ручную технику ремуажа. Ремуаж происходит тут, в этой зоне. С французского ремуаж переводится как крутить или вращать. Изначально мы вставляем бутылки в горизонтальное положение в каждую ячейку в нашем пупитре. Позже, в течение 8 недель, раз в 2 дня, наши женщины вручную переворачивают бутылку на 45 градусов, приподнимают и слегка ударяют по бутылке. Это специальная техника для того, чтобы после 8 недель ремуажа, когда примерно такая у нас будет конечная позиция бутылки, мы смогли собрать весь осадок в эти пробки. Эта крышечка на самом деле у нас временная. Мы ее используем только для того, чтобы накопить в себе весь осадок. Позже, конечно, мы уже вставляем корковые пробки. Но, как я говорила раньше, тут у нас 500 000 бутылок, но только 6 женщин. В день женщина крутит от 50 до 55 тысяч бутылок. 55 тысяч. Домой приходит, да? Извини, крути сам. Все. Какая накрученная. Да, докрутился. Лимит исчерпан на сегодня. Да. Вы не забывайте, у них еще есть 3 недели отпуска. А руки привыкли. Обалдеть. Может больше женщин пустить, не? Или женщин может больше? Или 6 достаточно? Достаточно 6? Молдова в Евросоюз стремится. И потом мужика взяли крутить. Они же потом по всей Европе бегают. На самом деле, это интересный момент. Хорошо, что спросили. Тут у нас в Молдове вообще только 10 этих ремуаров, которые занимаются этой профессией. И все 10 это женщины. На самом деле, эта профессия больше предназначена для них. Рука женщины поворачивается ровно на 45 градусов. Еще раз покажите. Какой медаль? 15 секунд. Да, на самом деле действительно так. В мире больше всего ремуаров женщин. У них рука поворачивается ровно на 45 градусов, а рука мужчин, к сожалению или к счастью, чуть больше. Не туда идет. И для них процесс ремуажа, он труднее, нежели для женщин. Конечно, несмотря на это, в мире есть много ремуаров не мужчин, но тут мы в Криково на себя такие риски не берем. Именно поэтому это у нас профессия, которая передается по наследству от матери к дочке. Но если мы вернемся обратно к нашему процессу производства, как я говорила, это у нас последняя позиция. Теперь мы переходим в стадию дегоржаж. Дегоржаж у нас происходит на той линии, мимо которой мы с вами прошли. Это полностью рабочая линия, просто сейчас уже закончился рабочий день. Первый этап мы вставляем бутылку горлышком вниз, не больше 2 сантиметров, специальную жидкость под названием этиленгликоль при температуре в минус 25 градусов на 10-15 минут. В этих условиях осадок полностью замораживается и прилипает к этой крышке. Следующий этап: бутылка поднимается, останавливается в позиции 45 градусов, крышка открывается, но не до конца. Ведь давление с бутылки просто вытолкнет эту крышку вместе с осадком. И как итог мы получаем кристально чистое игристое вино без осадков, но, конечно, и без крышки. В следующий этап мы добавляем виноградный сок с очень высоким уровнем сахара. В зависимости, сколько мы его добавим, у нас будет либо сухое, либо сладкое же игристое вино. Также в Криково есть вино Брют Натур. Мы там вообще не добавляем этого сахара. Позже вставляем корковые пробки, мюзли. Мюзли мы называем металлическую проволоку, которая с французского переводится как намордник. И на самом деле изначально люди использовали тряпки. Из-за высокого давления тряпки не выдерживали, конечно, часто бутылки взрывались. Люди просто боялись этих взрывов. Отсюда на самом деле зарождается знаменитая фраза «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Ведь раньше шампанское было как русская рулетка, никто не знал, когда она выстрелит.
И, конечно, позже мы проверяем на специальном свете, не остались ли какие-то осадки. Этим методом, дорогие гости, мы тут производим в Крикова игристое вино методом традиционным. Теперь, если у вас есть желание, вы сможете сделать пару фотографий, и, к сожалению, мы с вами отправляемся в нашу последнюю поездку на электропоезд. Пестроева, что ли? Последнюю. Хочешь, Катя? Мы с вами сейчас сразу выходим. Она просто не знает, не помнит. Сразу в столовую поехали. Вот это да, Катя, и это бесконечность, 500 000 бутылок, 6 женщин. На голову не налазит, Катя. Здесь по-любому должен стоять памятник женщине, Катя. Угу. Крутящий. Ровно 45. А? Хорошо. Скажи мне, а памятник женщине есть? Должен быть памятник. Ну или руке, да. 500 000, 6 человек. Да, ну вот, допустим, когда я кручу, у меня вот тут останавливается рука. А у вас, вот видите, она уходит ниже, вот так. Для этого я должна чуть усилить. Ну понятно, да. Тут момент. Ну да, тут. Перекрутил и все, и уже, да. Они пойдут уже в производство. Тут, если они находятся, это означает, что через 8 недель, нет, 8 недель они тут простоят, и позже на 10 дней, где-то через месяц-два, они уже выйдут у нас на продажу. Уже пойдут в люди. И сразу же идет следующая линейка или какое-то время есть Нет, отдых? иногда у нас идет отдых, потому что, как я говорила, у нас есть 9 месяцев, 3 года и 5 лет на Это все остатке. идет, Да, когда у нас есть чем выше, готовый тем продукт. оно более сложнее и лучше. Да, конечно. На беде. Нормально у нас пепела с елки-палки. Ты что? Кто-то не пришел или так поместились мы? Кто-то же был здесь, да? Там еще дополнительный этот вагон Лимузин? приехал. Наваливай! А, уехала колонка, ёханый бабай. Ладно, сейчас догонят. О, все. Бип-бип. Уехала Вероничка. Догоняет балаган, ты слышишь? Ну, конечно, глушится, вот это за поворотами уже никого не слышно. О, давай. Огонь. Со светомузыкой прямо едем. Катенька, незабываемое погружение под землю, супер. Гриша, а Гриша, ты Богом целован. Ага, свеженькая. Ёханый бабай. А оно тут и живет, а выдержки не хватает. Я тоже думаю, вроде бы на электрокарах, а воняет по-взрослому. Ага. Обалдеть. Мне вообще кажется, что мы только углубляемся.
Ой. В Одессе он создал. Перед нами ехал. Да, да. Кряк-кряк. Ага, не Ты что, так это так? Да. А! Все. Вот там светлое будущее уже. Гора. Да. О, Гора выехала. ура! И что, здесь уже тепленько? Все. Вау! Правильно, опять сразу жара стала. жара Ты сразу, что? не Ну жара, он там едет, балаган. Сейчас все вино вышло. Да, сразу же. Через Красиво. Гриша! Наш Гриша. Да. Можешь Дэвика заснуть. Все. Кошелка я всегда ее с собой ношу. Авосечка. Наш Гриша. Хорошо, я услышал. Сейчас рыбу возьмем, короче. Катя, ты посмотри, кто тут, елки ты палки. Ты что? Изя, майорчик. Ты как сюда случился? Здравствуй. На- Басовская споткнулся, Да? очнулся и сразу бы насела шазаться. Катя, сними его, и он нормально, его можно. Вот стань туда. Иди, брат, сюда. Сделай фотографию, а то... Улыбка, как будто доллар по 5 гривен опять. Выключи вспышку, Катя. Короче, если вы видите его, значит будет весело, да. Еще и вкусно. И будет шикарно. Да. По любасу, брат. Все, от души, родненький. Ты что? Такие наши люди. Катя, я запутался тут. Ты что, там все время не курил? Там нельзя было? Ты бедный человек, Марат. Бедный здоровый человек. Григорий Ефимович, айда, Катя, пошли с нами. Идем, там есть одна рыба, надо ее будет порезать вкусно. Все, колбаску. И вообще покормите мою Катю, она со вчера не ела. Идем. Так, потихоньку. Вот это залище. Катя, смотри, не гэп. Там тоже так же холодно, Григорий Ефимович? Нет, нет. Тут сразу хорошо, ты посмотри. О. Прямо, я говорю, незабываемое погружение было. Вот это прямо очень красиво. Да, прямо сильно интересно, да. Они хотят, они. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, здрасте. Буназиева, ребята. Ты что, Катя, смотри, какая шикарная столовая. Ёханый бабай. Ресторан высочайшего. О, пахнет вкусно. Да. Самый известный на Украине человек. Солнышко, я тебя вчера видел, ты такая большая молодец. Это ты там все сделала, да? Все надо знать. Шикардос. Да. Нет. Вот так он вытащит, и он сам его нарежет. Они не знают. Да все будет нормально, я там по кусочкам. А сало не вешает, только рыбу он ее так покажет. И там есть толстолоб и лилин. Я вас умоляю, все съедим. Он его Хорошо, узнал. да. Если это удобно, пожалуйста, чтобы я не волновал. Я уже организовала. После того, как вы поедите первое, да, после этого вытащит эту рыбу на подносе. Да, на Серега, столике. хорошо, я согласен. Все добро, все будет нормально, как в лучших домах, елки-палки. Ты хочешь здесь или будешь Пока когда нет. сидеть в воде там это? Заснимите девочку, чтобы все знали в Одессе, только не Давай. без комментариев. Хорошо, сделай просто фотографию, пусть догадывается, кто это. Катя, сделай моей маме фотографию. Сделала. Шикардос, спасибо, ты большая умничка. Мы вчера вот прямо, мы много где были, но это было прямо, незабываемо. Извините. Надя, мы здесь начинаем, Надя. Тут главное здесь не кончить, давайте, да, главное потихонечку. Надя, мы здесь. Катя, я, вот мне вчера было больно, я хочу, наверное, Катя, продолжение. Это невозможно остановиться. Я тебя сейчас только твою руку снимаю. Серьезно, Катя? Да. Я советую тебе остановиться. Как? К хорошему быстро привыкаешь.
Иди сюда где-нибудь станем, а лучше туши увидимся. Друзья, следующий последним для вас замечательно провел время в этом месте, так что будете здесь, забегайте. Оно того стоит. Всем пока-пока. Чао.